Всех приветствую. Сегодня будем смотреть, кто ваши недоброжелатели и что получают от ваших чисток, какие им идут. Уже карта справедливости переворачивается. Ну, раз она перевернулась, мы ее тут и оставим. Пусть так и будет. А какие идут им вознаграждения, да, за то, что они вторгаются в ваше пространство, рушат то, что не создавали. Так, здесь уже идет вот такой момент. По справедливости у ваших недоброжелателей уже мир перевернулся с ног на голову. И здесь мир темных пришел по их душеньку. Так. Не знаю, оставлять ли эту карту. Да, пусть они будут. Это старшие арканы, раз они сами у нас выпали. Пусть так они и остаются. Посмотрим, да, кто что. Вот. Потому что любители у нас есть разрушать то, что другие строят, создают. Вот теперь посмотрим, что у них там разрушается. Итак, долго затягивать не буду. Расклад будет не совсем на один вариант. Будут выпадать фигурные карты. Это означает, что будем переходить к следующему вашему недоброжелателю. То есть на самом деле вариантов будет несколько. Да? Вот сколько тех фигурных карт есть в колоде Таро с каждой масти. Вот стольких и посмотрим, что по каждому из них скажут. Так-то. Хочу вас поблагодарить, мои дорогие, за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу обратную связь. Очень иногда интересно читать ваши истории. И переходим к раскладу. Кто недоброжелатель и четко что отхватывают. Поехали. Ну вот смотрите, да? 3 старших аркана. Справедливость, повешенный и сила. Человек лишается силы. Недоброжелатели лишают. Это для всех. Их актуально. Здесь были сотрудничества, договора, здесь была сытая жизнь, наполненная, ни в чем себе не отказывали. Возможно, силой это забирали у других, либо же как-то на себя одевали мороки, чтобы привлекать к себе людей, казаться лучше, чем они есть. Но здесь они из этого переходят в 5 кубков. Недовольны тем, что имеют. Не получается, видимо, то, что хотелось бы им получить, как раньше, уже легонько все не дается. Штрафные санкции наложены и пришли в исполнение. Итак, почему 5 кубков? Давайте я посмотрю. Потому что 4 кубков. Во-первых, здесь кто-то может быть пьющий. А вот и вышел первый персонаж, король Пентаклей. Давайте вот так вот и оставим. Вот нас привели к пентаклевому королю замечательному. Человек пьет, приходится тяжело по жизни и тяжело все достается. Человек не видит тех перспектив, тех возможностей, которые ему предлагают высшие силы. А зачем? Здесь состояние жертвы у человека. А что он там потерял? Давайте посмотрим, что он там потерял, этот король Пентаклевый. Ух ты, здесь человек ментально, словесно, мыслеформами работать больше не может. Здесь потеря фамильяров, защитников. Точнее, знаете, как именно духов-помощников, которыми он работал через ментал-астрал, нападал, атаковал.
которые ему помогали в работе. Давайте я так скажу. Все, вот это потеряно у вашего недруга. И здесь еще, смотрите, также фигурная карта, 2 рыцаря, да? Значит, были пособники в этом действии. Возможно, смотрите, ребят, возможно, этот пентаклевый, это тот человек, который к кому-то обращался, либо с кем-то в сотрудничестве еще с 2 мужиками работает. Либо же обращался сразу к одному, ко второму. Либо же 2 работы проводились, ну, то есть там попланово, да, сразу, а одна волна, потом следующая по отношению к вам. Вот так-то выстрелил у нас король пентаклевый. И здесь человек, который плоды труда чужих забирал, понимаете, обманными путями. Трудился на поприще распространения сплетен. Неважно кому о ком, лишь бы это работало в его пользу. Вот так-то. Итак, ну давайте буду я так и оставлять эти карты. И будем дальше идти. Что у нас еще тут покажется? Перекрыто сотрудничество с людьми у человека. Видимо, тоже не просто так. Да? Так, следующая у нас королева кубковая идет. Возможно, в этой всей канители замешана и кубковая королева, либо это отдельный персонаж. Ага. Здесь, значит, это барышня. Здесь уже женщина. Смотрим отдельно. Ребят, для кого-то, может, она тоже в этом тандеме, да, уже квартет у нас организовывается. У этой женщины проблемы с ее детищем, с ее бизнесом, с ее фирмой, с ее стабильностью. Здесь властная такая бабца, то есть мужик в юбочке. Вот. И, скорее всего, она покушалась на ваши планы, на ваши идеи. Она отвернута от своего дела. А куда ты там смотришь? Смотрит на какие-то новые проекты. Смотрите, 2 женщины могут проходить в сотрудничестве друг с другом. Что-то они планируют. Что планируете? Так, ребятки, если здесь вы в качестве королевы жезлов, то планируют либо по вашему ребенку, учитывайте, либо по вашему проекту, чтобы не заключались договора, не было новых у вас проектов, содружества, либо чтобы в семейных вопросах разбилось ваше сердце. А почему вы это решили планировать? Здесь крадники на деньги, ребят. Здесь будут работать по вашим деньгам. Возможно, от этой женщины, либо от 2 женщин поступит вам предложение о совместной работе, о совместном каком-то проекте. Будьте настороже в этом вопросе, потому что здесь много лиц может быть задействовано. Либо еще, знаете как, если войдете в сотрудничество с ними, тогда много кто еще будет задет вот этими деструктивными влияниями. Итак, хорошо, планы мы выяснили, замечательно. Здесь еще, да, будут задействованы еще персонажи.
Им нужен ваш ресурс, энергия, здоровье, время, деньги, удача, фортуна. Здесь зависть. А ну-ка, если это не вы, а другая, что там с ней? Да, здесь или на вас планируют вот это кубковое нападение, если это вы. Если это две женщины, то я вам хочу сказать, что здесь вот эта баба, она ей прилетело хорошо по психике, бьет. Остановлены ее магические способности, остановлена ее деятельность. Здесь, если она не практика, чисто помощница, я вам хочу сказать, здесь останавливают ее сексуальность, ее красоту. То есть, поняли, почем ее штрафанули. Здесь человек в страхах находится. Она под влияниями магическими, вот эта женщина. Если их две, если это вы, значит, на вас планируют. Страхи, оморочки, бессонница. Через мир мертвых работать собираются и будут ожидать результатов своей деятельности. Хорошо, давайте посмотрим. Вот эта кубковая, она отвернута от своих проектов. Давайте уточним, что же у нее там, чем она уже поплатилась и что ее ожидает. Ого, сколько народу возле нее. Слушайте, здесь довольно-таки интересно. У этой кубковой, возможно, это водный знак зодиака у человека также. Долго были способности. Она хорошо могла сотрудничать с темными через погост. Ради своих идей, ради своих начинаний. А здесь могла наказывать кого-то, то есть это уже у нее отобрали. Она уже об этом только вспоминает. Работы у нее не идут. Человек связан с прошлым, либо дружили вы с детства, возможно, с этим человеком. Либо же у вас до сих пор есть хорошие какие-то воспоминания, либо что-то связанное с детьми, общее, да, как-то, общие вопросы с ними могли быть. Вы с этим человеком не общаетесь. И вот, видимо, решил этот человек крадники на вас сделать. Потому что плохонько. Хорошо, за то, что вот вы там планируете, или она одна планирует, что ты получишь в итоге, как тебя накажут? Абсолют за ней наблюдает. Тяжело будет у нее идти сотрудничество с светлыми энергиями. Боги перестанут слышать. Всевышний немножечко подзакроется от нее и начнет ее обучать через другие энергии. Что стоит делать, а чего делать вот явно не нужно. И здесь человеку будет очень тяжело идти к своим надеждам, к своим планам, к своим мечтам. Уже это происходит только за то, что этот человек планирует лезть в ваше пространство. Что тебя еще ожидать будет? В мире закольцованных иллюзий этот человек будет пребывать. Здесь у человека перекрываются работа с миром темных через погосты. Здесь только подтверждение. Через духов, демонов, духов-помощников. Все это будет закрыто. Чем больше она на вас дергается, тем быстрее она переходит в состояние вот этого, понимаете? Ей кажется, что у нее все классно, но это иллюзии. То есть она в самооморочках, этот человек, живет. Давайте еще про кого что в общем контексте смотрим.
Здесь высший суд, ребята. Ну вот смотрите. Высший суд, императрица, фортуна. Здесь, мальчики и девочки, у вас идет. Кто-то станет мамой, кто-то найдет достойного партнера, кто-то прорыв в бизнесе совершит. Здесь вам кое-кто помогает из темных. И довольно-таки хорошо. Здесь поддержка, помощь от хозяйки кладбища. Здесь фортуна разворачивается в вашу сторону. Здесь еще будут нападения на вашу связь с высшими силами. Здесь сделали, знаете как, сразу попытались перекрыть вам связь с родом, а потом, чтобы и высшие силы к вам не могли достучаться, вы их не слышали, не видели. Здесь будут нападения. Но понимаете как? Человек нападает на вас, но занят своими проблемами. Потому что здесь по справедливости все равно по его душеньку над его жизнью трудятся другие энергии. Да, солнышко хочется. Счастья хочется. Для кого-то здесь, кто-то хочет детей, с вас хочет это стянуть. Понимаете? Но здесь человеку все не имется, вашим недоброжелателям. Уже не важно, это я смотрю в общем. Им хочется быть выше вас по вибрациям. Понимаете? Быть выше вас с помощью того, чтобы вам все это перекрыть. Перекрывай, не перекрывай, это не факт, что ты получишь это, что ты этого достоин. Не будет этого. Хочу уточнить, что это за солнце. Ой, смотрите, здесь для какая-то тетка хочет, чтобы мужчина с вами не был, а был с ней. Здесь и любятина может проходить, но этот мужчина все равно от нее уйдет, он отвернут, и выбор в ее сторону он не совершит. Здесь, чтобы с вами также проходит вариант, чтобы с вами не сотрудничали высшие силы в плане энергии для новых начинаний, для целеустремленности вашей, чтобы это все перекрыть. Понимаете, здесь для человека, вот он делает, а сам вот сидит, понимаете, они в очень большущем ожидании, а когда же сработает, прямо аж трясет, понимаете? Здесь не высшие силы, не мужчина, если вопрос в нем, не новые проекты, если ждут каких-то идей ваши недоброжелатели в свою голову. Ничего этого у них не будет. Не теми путями действуют. Не теми законами живут, понимаете? Слишком озадачены тем. Понимаете, здесь такое впечатление, что практиковали, все получалось, а теперь как бы, ну, лавочка прикрыта, а они все так же ожидают, что у них все сработает. Подсматривают за вами. Бухают, подсматривают. Хотят зацепиться за вашу сердечную чакру. Хотят влезть в ваше пространство, нарушить ваши границы, кому-то что-то подлить, знаете, как вывести вас на эмоции для того, чтобы совершился энергообмен. Здесь много чего. Здесь хотят и в вашу семью нос всунуть, понимаете, но четко и конкретно за вами подсматривают. Ну, заняться нечем, понимаете? Думают, что за чей-то счет у них прибудет в жизни, как это работало ранее. Нет, этого не будет. По справедливости с вами будут работать уже другие энергии.
Пасочка спеклась. Здесь хотелось бы с вами встретиться, поговорить, на какой-то откровенный разговор вас вывести. Узнать, какие у вас идеи, какие у вас планы, забрать вашу энергию. Естественно, здесь третьи лица будут присутствовать, ребята, однозначно, учтите это. Здесь хотелось бы, понимаете, узнать, какие у вас знания, вот что нужно. Извините, спиздить идеи, понимаете, вот что здесь надо. Вашим недоброжелателям, на кого бы вы там ни смотрели. Забрать ваш свет, то, что вас наполняет, узнать, как вы пришли к тому, что вы сейчас знаете, умеете, что держите в своих руках, чем обладаете, и закинуть вас в отшельника. Да, здесь крадники. Быстренько на вас краднички навесить хотелось бы. Давайте посмотрим, что ожидает этих недругов всех скопом. У кого бы тут кто не выполз в сознании во время просмотра этого ролика. Давайте посмотрим вот за эти только мысли в вашу сторону, что они на себя одевают. Смотрите, как интересно, ребят, опять два человека параллельно вышло, да, то есть еще здесь кто-то отсекается параллельно, кроме тех, о ком вы подумали. Здесь проблемы могут быть с детьми, с партнерами. Здесь обнуляется возможность быть в счастливом браке. Обнуляется возможность иметь детей, обнуляются возможности выстроить здоровые отношения со своими детьми, у кого они уже взрослые. Здесь людей будут бить по сердечной чакре. Здесь обнуление, понимаете? Вот смотрите, как интересно. Неважно, мы сейчас не смотрим, как вы защищаете себя, какими методами вы работаете, с кем сотрудничаете. Но то, что вы делаете, получается, сгребает вот эту всю шушеру и отправляет вот скопом, понимаете? Они просто скопом добровольно идут сгорать в вот этом огне, в котором, в принципе, ну, гореть-то им же самим. Огонь очищения. Обнуляются магические способности, возможность управлять своим пространством, временем, людьми, своими ритуалами. Если еще будут совершать какие-то глупые манипуляции и пытаться сделать... Здесь знаете, что мне идет? Здесь люди думают, что у них есть связь с высшими и с низшими, и еще много с кем. Но те ритуалы, которые они делают, на самом деле не совсем экологичные, мне идет фраза, не совсем экологичные энергетически, то есть они им даются с искажением определенными силами, и это все по справедливости. Они думают, что это у них связь, у них поток, у них наработанные каналы, мастерство не убить, вот что-то в этом роде. Девятка пентаклей и десятка мечей на это. Они, вот смотрите, я сказала за ритуалы, это все выпадает здесь. Понимаете, за их магические... Они через 15-й работают. Вот. Но, возможно, ранее это им приносило девятку пентаклей, достаток, да, удовольствие, наполненность. Все это закрыто. Они чем больше пытаются своровать у кого-то, стянуть, и не факт, что только с вас, тем больше они получают по голове за свои ритуалы. Я же сказала, ритуалы обнуляются.
обнуляются. Здесь, возможно, через любятину хотели к себе партнера привязать. Все это обнуляется. Ну вот они думают, что у них там с 15-м хорошие взаимоотношения. Кстати, здесь знаете, что еще? Здесь зависть тому, как вы можете с 15-м работать, какой у вас с ним энергообмен. Хотели бы крадник на вашу способность, узнать, как это так. Короче, узнать, с кем вы сотрудничаете, какие у вас договора, как вы делаете ритуалы, как вы их проводите, где вы их проводите. Понимаете? В общем, вот всю подноготную бы им узнать, чтобы скопировать, сделать так, как вы, и тогда они считают, что у них будет то, что есть у вас. Вот так вот. Но копируя то, что есть у вас, понимаете, они не понимают, что у них по-любому будет то, что им суждено иметь. Каждый из нас разный. Сотрудничая с одной и той же силой, каждый получает абсолютно разные результаты. Они этого не понимают. Они еще живут вот этими понятиями 3D-шного пространства. Деревенская магия, чернокнижие, и вуаля, мы тут на коне. Будем брать, что хотим и у кого хотим. Да, здесь этот дьявол им несет башню за сотрудничество, за то, что они делают. Их работа, 8 мечей накрыта, но о чем здесь говорить? Вот понимаете, у меня такое впечатление, что их на дуэль вызвал сам 15-й аркан. Говорит: ага, слушай, милок, или подруженция, ты слишком много о себе тут возомнила. Дело в том, что лимит ты свой исчерпала. Ты продолжаешь лезть, ну, тем, понимаете, продолжая делать то, что они делали. И как они делали ранее. Они тем самым в первую очередь бросают вызов 15-му, с кем бы они там ни трудились и какими бы методами ни работали. Здесь не только демоны, там какие-то духи, здесь могут те же быть неупокоенные души, бесы, ну и тому подобное. Вот они делают эти ритуалы, и 15-й воспринимают это как плевок ему, понимаете? И за это он штрафует. Ой, хорошо отлетает, ребята. Хорошо отлетает. Сколько у нас тут карт? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте посмотрим совет вам. У вас здесь победа, вы получите и получаете новые знания. И у вас классное сотрудничество с королем мечевым. Здесь духи, помощники, защитники могут проходить, но может быть и в реальности какой-то человек очень хорошо вам поможет. В вопросах стабильности будет гармония. Но знаете что? Сейчас, секунду. Все равно будьте осторожны. Почему? Потому что какой-то мечевой король может прикинуться вам помощником, соратником. Якобы он такой же, как и вы. Дабы ваши знания перетянуть на себя. Если не перетянуть не получается, то знаете... Опять же таки, узнать у вас методы, которыми вы достигаете побед, именно ваши знания. Если перетянуть не получается, этот человек может вам подклад принести, либо, знаете, в вашу стабильность, ваши планы, в то, что вы строите. Вот не получается развалить, он сделает так, чтобы все стояло и не шелохнулось. Понимаете? Палки в колеса вот так вот вставить. Да.
Король мечевой здесь будет магичить, но я вам хочу сказать, знаете что? Ясность все равно с вами, вся эта магия вами будет снята, независимо от того, что этот человек, кстати, может приехать, может как-то резко притвориться порядочным, прибыть к вам. Не знаю, на белом ли коне, но вот так вот, понимаете, себя позиционировать. Но там только для того, чтобы на вас магически воздействовать. И второй король мечей. Он хочет власти. Этот человек хочет власти над вами. Поэтому и магичит. Давайте посмотрим, уж коль так, уже вторую колоду. Вот именно для этого мечевого. Что ты сейчас получаешь? Разочаровался в любви, в отношениях, в партнере, в том выборе, который совершил. Здесь человек вкладывался, а его поимели. Это уже на данный момент. И вместо того, чтобы разбираться с теми проблемами, он просто на вас хочет сорваться. Хоть где-то победить, потому что там какая-то женщина, если он был в паре, просто его вертела на копье, давайте я вам так скажу. Понимаете? И он думает, он знает, что он проиграл, что он облапошенный. И поэтому он дергается в вашу сторону. Потому что ему нужно хоть где-то что-то, как-то, хоть маломальски одержать победу. Иначе ему придется признать, что он ничтожество. Здесь какой-то инициативой начать общее дело, сотрудничество, да просто с вами общаться. И как-то вас там подцепить на астрале, допустим. Блага хочется. Понимаете? Лишился благ, надо блага получить. Как тебя еще за это оштрафуют? Все карты вспять поворачиваются. Значит так, смотрите, этот человек силой через мир мертвых работал, через духов, связанных с этой тематикой. Понимаете, человек притворялся порядочным, ставил себе такую цель, но на самом деле втягивал людей в неприятные отношения, в неудачи. Понимаете, здесь могли быть, здесь практик, который привороты и отвороты лепил, который сам потрудился над тем, чтобы иметь с помощью магии блага. То есть, ну, искусственные по факту. Понимаете? Это искусственно созданные вещи, обстоятельства, люди в его пространстве. Искусственно созданное любое уважение в его сторону. Ну и в итоге пришла ему расплата. Понимаете, вот он шел этими методами к своим целям каждый раз. И коль это все возвращается вспять, вот это же все, вот с чего начинал, тем и завершится по отношению к нему. Он больше не будет принят обществом, цели его не будут достигнуты. Все увидят, что он на самом деле из себя представляет. Его ожидают лишь отношения с подобными ему существами и созданиями. То есть низкочастотный 3D-мир уже именно, знаете, в поглощении вот этого всего будет его приветствовать вокруг. Куда бы он ни пошел, к кому бы он ни обратился. Здесь вот этот вот товарищ будет его выводить. Знаете на что? Его будут порабощать темные силы и энергии. Порабощать ровно настолько, пока он не отдаст долги за все то, что он хватал, брал, воровал и нечестным образом совершал. На кого влиял, кому жизнь ломал. Здесь женщина на него будет в опале просто.
Здесь он начнет, знаете что? Он начнет с того, с чего когда-то и начинал. Здесь вскроют все его комплексы, все его старые раны и травмы, которые он должен был проработать, но он от них убегал с помощью магии. Он уходил от обязательств, от того, что пообещал, но не выполнил. Его вернут в самое начало всех его страхов, болезненных ситуаций, понимаете, в отношениях. Ну, нормально так, нормально. Да будет так. Чтобы наконец-то начали заниматься вот эти ребята своими проблемами. Вот они привыкли, они умеют только рушить. Вот теперь разрушат все, что им дорого. И скажут: давай, солнышко, попробуй-ка теперь создать, не воруя, а своими ручками, ножками и своим умом. Ребятки, всех осознанных я поздравляю. Расклад просто удивительно шикарен. Много чего мы увидели, много что нам раскрыли и показали. Добра этого мира, опять же таки, всем осознанным. Пока-пока.